Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ребята, как у вас дела? Итак, я решил создать этот канал и снимать видео в виде цифрового дневника, потому что я хочу записывать свои успехи в изучении русского языка и разговорной речи. Таким образом, я могу задокументировать свое путешествие, оглянуться назад и посмотреть, какие ошибки я допускал в грамматике, когда разговаривал, и как я постепенно совершенствовался. Так, я читал, что лучший способ сформулировать мысли – это записать их. Этот метод очень поможет мне в повышении моего уровня владения русским языком. Поэтому я начну внести дневник, а также буду снимать эти видео. Я буду стараться изо всех сил снимать по одному видео каждую неделю. В этих видео я буду просто говорить на случайные темы или просто выражать свое мнение об определенных вещах. И поступая таким образом, я хочу достичь двух целей. Первая цель – достичь абсолютного свободного владения русским языком. И для тех, кто меня не знает, русский, конечно, не родной. Русский – мой третий язык. Мой родной язык арабский, а второй английский. В общем, я из Египта. Там я закончил юридический факультет. Затем приехал сюда, в Россию. Год изучал русский язык. Но до этого я самостоятельно изучал русский язык в течение 2 лет. И сейчас учусь в магистратуре на филологическом факультете. Вот. И после 3 лет изучения русского языка я должен признать, что испытываю большое уважение к русскому языку и русскому народу. Потому что я понял кое-что, чего не знал сначала, когда я начал изучать русский язык. Русский язык очень технический, очень грамматичный язык. Например, в арабском языке у нас есть кое-что под названием аль-и'раб. Аль-и'раб в основном заключается в нанесении знаков на буквы, и, соответственно, это изменяет произношение слова, как ударение. У нас есть, конечно, другие правила для этого, но на самом деле мы ими не пользуемся. И большинство арабов на самом деле не могут правильно использовать их в речи, в живой речи, потому что мы их не практикуем. Вместо этого мы используем что-то под названием аль-аммия. Аль-аммия на арабском означает общий язык, который по сути является классическим арабским фусха без грамматических правил классического арабского языка. Так что все намного проще. А английский совсем не такой. По сравнению с арабским или русским, английский очень простой в изучении язык, в котором не так много грамматических правил. Поэтому я был по-настоящему удивлен, когда узнал, до какой степени русский язык грамматичен, и что носители языка обладают способностью автоматически использовать все грамматические правила и применять их к окончаниям слов, создавая красивые последовательности предложения без ошибок. Но, как я понимаю, формирование правильного, безошибочного русского предложения требует, чтобы человек подумал обо всех переменах, всех падежах, всех временных и родах и использовал их все сразу. Это похоже на решение математического уравнения или химической реакции. Нужно сделать много шагов. Если вы допустите одну ошибку, смысл всей последовательности может измениться. Этот процесс очень долгий, очень сложный. И я вижу даже, как маленькие дети на улице делают все это с легкостью. Вот почему я с большим уважением отношусь к русскому языку. Потому что мой уровень, мой родной язык очень похож. Но, к сожалению, на самом деле мы не говорим по-арабски так, как следовало бы. Мы не используем грамматику. Поэтому я на самом деле не уверен даже, смогу ли я достичь уровня, который позволит мне говорить по-русски автоматически, абсолютно без ошибок. Но, конечно, надеюсь, что однажды я это сделаю. И эти видео станут документацией моего путешествия. Итак, это была
первой целью создания этих видео. Вторая цель – выразить свои мысли и попытаться представить модель менталитета египетского араба или араба-мусульманина и том, чем он может отличаться от российского менталитета. И цель здесь, конечно, не в том, чтобы оценивать или спорить, какой из них лучше и какой хуже. Конечно, нет. Цель состоит просто в том, чтобы сравнить два менталитета и посмотреть, насколько сильна история двух наций, их религия и даже их климат, как все эти вещи повлияли на то, как люди из этих двух частей мира думают, и как это изменило их культуру. И все, наверное. Это все, что я хотел бы сказать в этом видео. Спасибо вам большое за просмотр и надеюсь увидеть вас снова в моем следующем видео. До свидания. Пока-пока.